Мы совершенно не ценили общение офлайн. 6 лет борьбы с онкологией не каждый выдержит. Да. Очень многие сдаются на полпути. Я очень мало сплю, 2 часа, 3 часа, максимально 4 часа. Было такое состояние между небом и землей. Я год приходила в себя. Или, допустим, сапоги у меня в один момент развалились, я, допустим, зашила и пошла. Вы создали во время пандемии штаб добра, и вы, я считаю, одна из самых активных активистов, говорят, да, сейчас? Мы с вами воины одного поля. Я вижу, что и вы в том числе даете импульс. В первый месяц пандемии мы стояли у плиты и готовили по 250 порций. Это немыслимо. Какая-то часть общества думает, что, значит, пойдет в политику и делать, потому что что-то хочет вот так вот. Народ разуверился. Это самое страшное. Кыргызстанцы должны понимать, не нужно делиться, не нужно страдать тройболизмом. Какой бы вы совет дали нашим политикам? Слышать народ. Слышать народ. Что-нибудь еще? Победители. Только так. Да. Сильный аргумент. Да. А скажите, какое бы вы слово произнесли перед тем, как уйти из этой жизни? Наверное, Tell me, how does it feel living that good life? Never ever really had to think twice about who you step on, you'll just pay the breakaway. Send them the... ну что, добрый день. Добрый. Я очень рад вас приветствовать. Спасибо большое за то, что уделяете время. Я как-то думал, Асоль огромное количество интервью сама берет у разных людей, известных личностей, у наших активистов, политиков, но с вами интервью очень-очень мало. Поэтому спасибо за такую честь, что вы даете возможность раскрыть такую удивительную личность нашего современного Кыргызстана, нашей стране. Вот, Асоль, вы можете рассказать о себе? Кто вы? Я личность, у которой очень сложный и тернистый путь. Я миссионер. Я просто служу народу очень много лет. В связи с пандемией многие обратили на это внимание, но ведь это зарождалось очень-очень много лет назад. Сегодня, когда мы встретились с таким невидимым врагом, когда оголилась правда о системе здравоохранения, ну, по сути, ни одна система здравоохранения мира не выдержала натиска, что говорить. И многие увидели, что работа миссионеров, работа волонтеров значима и первостепенна. Врачи оказались наедине, на передовом краю защиты, и в какой-то мере не смогли в какой-то период сдержать натиска. Я тот человек, у которого очень непростая судьба, но я знаю, что моя судьба, моя жизнь, она в какой-то мере является примером для многих девушек и кыргызстанцев, для парней, потому что я не родилась в семье состоятельной. У меня мощные гены. Мой отец — это первый журналист Киргизской ССР, который окончил литературный институт Горького в Москве и представлял Киргизскую ССР в центральной прессе. И быть достойной дочерью, быть продолжателем — это огромная ответственность. Ведь посмотрите, сколько примеров, когда многие дети известных персон не смогли реализоваться, не смогли раскрыть свой потенциал. И это тоже в какой-то мере плачевно сказалось на их судьбе, потому что быть постоянно под лучами солнца родителей достаточно сложно, и соревноваться с их именем, пытаться самовыразиться, не у всех получается. Отец умер, когда мне был годик, и я так и не узнала, что такое ласка, что такое забота отца. Я в последнее время отказываюсь от всех интервью. Скажу честно, открыто. Я не тиражирую свои откровения. Сокровенное должно оставаться внутри. И тем более не говорю на тему личной жизни. Это моя малая родина. Отец у меня с южного берега, родился в Сару, Джидогузе.
Мама с Чулпанаты, жила в Тюпе. Мой дедушка — это первый киргиз, который окончил Ленинградский экономический институт, экономист. Он занесен в энциклопедию Киргизской ССР. Он занимал руководящие посты, был неординарной личностью. Именно в период пандемии так случилось, что я смогла маму свозить в родовое село, смогла узнать о дедушке. Исмаилов Муса Исмаилович. Он работал и руководителем сферы финансов, экономики страны. Позднее был распределен в Сузакский район, в село Октябрьское, был начальником финотдела. Именно там ушла из жизни моя бабушка Зулайка. Вот сейчас очень непростое время. Время, когда во главе угла встали все самые лучшие человеческие качества. Ведь посмотрите, в индустриальном мире мы совершенно не ценили общение офлайн. А сейчас все перевернулось. Остановились предприятия, не летают самолеты, не ходят поезда, машин стало в разы меньше. И мы стали общаться, мы стали слышать друг друга. Природа в какой-то мере отдыхает от человечества. А если говорить и вернуться вот к вопросу вашему, каждый человек должен понимать, для чего он пришел в этот мир. Вы создали во время пандемии штаб добра, и вы, я считаю, одна из самых активных, скажем так, активистов, говорят, да, сейчас, ну, что еще? Вот штаб добра, расскажите про штаб добра. В процессе понятно, что вы там огромное количество там, продовольствия начали раздавали, потом медиков поддерживали. Что еще такого вы почувствовали, что вы такого еще заметили вообще в нашей стране, в наших людях? Вот такого, чего другие люди, может быть, не замечают. Сплоченность народа, единение, сила-то в единении народа. Именно единение и сплоченность показательные. Весь мир восхитился народом Кыргызстана. Я никогда не подразделяю на национальности, никогда не акцентирую на вероисповедании. И посмотрите, какое количество людей сплотилось вокруг одной цели – выздороветь и выдержать натиск, победить. На сегодняшний день штаб добра, который я инициировала в самом начале, объединяет уже 2700 волонтеров. Это активисты на местах по всей стране с активной гражданской позицией, с очень искренним отношением, что немаловажно, и бескорыстным. Вот заострю на этом внимание. Дело в том, что мы очень часто встречаемся и сталкиваемся с моментами, когда активизация именно в гуманитарной помощи, в благотворительном направлении происходит в момент предвыборных кампаний. И я хочу отметить, что активисты штаба добра, ни один из активистов не собирается в политику. И вот смотрите, какой спектр работы. Это не только продуктовая помощь, это не только горячее питание, помощь в медикаментах, медицинском оборудовании. Это еще и профилактическая работа с населением, что немаловажно. Ведь накормить – это одно, а насытить умы и наполнить сердца и души, да, скоррегировать сознание – это гораздо глубже работа. И мы с вами воины одного поля. Я вижу, что и вы в том числе даете импульс, здоровые мотивации, которые играют роль в последующем сознании людском. Вот это немаловажно. Самое главное, что штаб добра на сегодняшний день – это как огромное ведомство. Иногда нас сравнивают с каким-то ведомством и обращаются уже так, словно мы у рупора и чиновники. Я улыбаюсь на этот счет. Я ко всему позитивно отношусь. Вчера я пришла в аптеку в очередной раз.
кыргызстанцы из Канады прислали сумму 314 293 сома. И мы закупали, а так получилось, что нам в коробке положили больше. Ну, естественно, мы со счета штаба добра добавили, и получилось так 317 880. Поделили ровно на 4 части, для того, чтобы отправить в Джумгал, в Токмок, Баткен и отправить в Карабалту. То есть, посмотрите, очень четкое разделение. Каждый шаг, каждое твое движение должно быть сродни философии. Кыргызстанцы должны понимать, не нужно делиться, не нужно страдать тройболизмом, который был присущ и издревле. То есть если брать исторический контекст, там тоже было наличие тройболизма, только в другом, да, направлении. Сегодня необходимо понимать, что все кыргызстанцы дороги вот нам непосредственно и всем тем, кто занимается благими делами. Вот я знаю, что вы сейчас рассказывали, ездите по селам, встречаетесь с людьми. Что вы им говорите, что вы им даете, что им нужно, что нужно простому народу? Простой народ нуждается просто в поддержке, элементарной. Когда я приезжаю в каждое село, я дала обещание, что мы в большей степени обеспечим и дневные стационары, оборудуем, и ФАПы, и ознакомимся с нуждами, и займемся реновацией больниц. То есть в основе, и ведь я поднимаю эти острые вопросы и выношу на общественное обсуждение, что, следовательно, влечет за собой перемены и в системе здравоохранения, и непосредственно навевают мысль для руководителей, да, для перемен, потому что народ ждет перемен. А они должны происходить не только в умах народа, но и руководителей в том числе. Народ говорит, что мы не ждем вот как таковых медикаментов, помощи, мы ждем вас, мы ждем ваших слов, мы ждем вашей энергетики. Вот что важно для нас, что, понимаете, им нужна вера, что придет человек и скажет: вы не переживайте. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Да. Мы рядом. Если что, в любой момент мы примчимся. Да. Вот этот спасательный круг и должен давать не только руководитель страны. Должны быть личности, которые послужат не только примером, но и таким плацдармом, благодаря которым, фундаментальным, благодаря которому у народа не будет, как говорится, уходить почва из-под ног. Вот что важно. Моральная поддержка. Моральная поддержка. И вот когда ты говоришь с ними, обсуждаешь эти проблемы и говоришь, что все скоро завершится, вот осталось совсем немного, вы молодцы, вы все преодолеете, мы с вами горы свернем. И вы знаете, у них глаза искрятся, Да. они наливаются такой мощью и говорят, что вот спасибо вам, вы такой заряд бодрости, вы такую энергию нам дали. Вот что самое важное. И, конечно, это огромная ответственность. На сегодняшний день, когда ты запускаешь эти флюиды добра, когда ты ассимилируешь по всей стране, естественно, ты несешь огромную ответственность. Знаете, вы как-то вот упомянули о том, что можно критиковать, но нужно еще и работать с народом, безусловно. Когда ты критикуешь, ты должен сам соответствовать. Соль, а что самое сложное? Давайте как-то, чтобы люди понимали, да? Вот я думаю, я понимаю, но от вас, я уверен, услышу что-то еще. Что самое сложное вот, в занятии благотворительностью? Довести до логической кульминации, спасти человека, отследить путь уже из больницы, когда человек исцелился, объявить об этом, провести сбор. То есть мы не собираем на счет фонда, да, мы собираем на счет персоны. И отправить, все-таки должна быть транспортировка непосредственно в больницу, чтобы провести переговоры с профессором, найти лечение, найти методологию. То есть это же ответственность огромная. Большая часть вашей деятельности связана с жизнью и здоровьем человека, я правильно Да. понимаю? Не только. Я занимаюсь вопросами сирот, потому что это очень важно. На сегодняшний день это вопрос и тема, которая требует тщательного пересмотра и отношения. Дело в том, что детские дома, вот знаете, какая у меня самая главная мечта? Я мечтаю, чтобы в Кыргызстане не было детских домов. Я мечтаю, чтобы не было домов престарелых.
И я мечтаю, чтобы была чистота в умах, сердцах и на улицах города. Это ваша мечта давно с вами же живет? Да, Давно да. живет. Вы недавно ездили в Чечню, Грозный, и, насколько я знаю, у них нет детских домов, и у них нет детей, домов престарелых. Чечня меня поразила не только своей красотой, но и прежде всего духовной и наполняющей. Нет детских домов, нет домов престарелых, трепетное отношение к старшим, уважение к женщинам. То есть это все зиждется прежде всего на политике лидера. Мы сейчас находимся в окружении мудрецов. Да, Берег Иссык-Куля – это то, что меня энергетически питает. это точно. Какие-то неведомые силы. Я хожу по берегу, смотрю, но какая-то небывалая сила и мощь. Я могу приехать на 2 часа, походить по берегу и уехать. Набраться сил. Это вот источник вдохновения. Это энергетическое место, которое дарит мне мощнейший заряд. А из людей вас это вдохновляет? Вот кто-то вам дает такую подпитку? Вот вы же столько много энергии тратите, инвестируете, так даже сказал. Да, Кто вас меня вдохновляет и дает очень мощную подпитку моя замечательная мама. Мгм. Она удивительный человек, очень сильная личность, волевая, смелая, решительная, необыкновенная. Она, знаете, она настолько хлебосольная, она никогда не оставит человека, допустим, без провизии. Ну, предположим, в первый момент, в первый месяц пандемии мы стояли у плиты Да, и готовили я по видел. 250 порций. Да, Это да. немыслимо. Если Рано бы утром просыпались, там я на 2 часа засыпали. Да, да, да. И потом дошло дело до того, что у нее случился гипертонический криз. И я уже сказала: мамочка, милая, она говорит: нет, мы будем спасать дальше, нельзя в беде оставлять. То есть, понимаете, все то, что я унаследовала лучшего, генетически, допустим, талант журналистики, писательский талант, это от отца. Скорее всего, вот это человеколюбие, это совместно и от отца, и от мамы. У мамы сложное детство было. Она ведь потеряла маму, когда ей было 5 лет, а отца уже, когда было ей 7 лет. То есть она уже в 7 лет, вот сейчас мы по хронологии пазлы складываем, свозила ее в период пандемии в родовое село, сейчас вот узнала, что дедушка в Сузаке работал, хочу свозить в Сузак, чтобы она увидела дом, в котором она прожила первые 5 лет. Ведь вот посмотрите, какой географический масштаб, да? Иссык-Куль, тогда был Фрунзе, Сузак, то есть и все это родное. Да. Все это родное. Вот и, как говорится, понимание без тройболизма. Когда мы осуществляем помощь и Южному региону, и Таласскому, да, и Баткенскому, и Чуйскому, и Иссык-Кульскому, Нарынскому, и никого не забываем абсолютно. И вот мама, в свою очередь, говорит: нельзя разделять, нужно помогать всем. Она удивительной души, удивительной. Вот знаете, когда у меня иногда бывают, я вообще могу огорчиться на 5 минут. Все, не более того. И все, и я улыбаюсь. И всегда прихожу к маме, говорю: мамуль, вот знаете, что-то вот здесь вот так, как говорится, запустили что-то неправильно, да, фейково. Она говорит: да что ты же сильная, все хорошо. Не обращай внимания. Тебе человек сделал плохо, ты сделай хорошо, ему станет стыдно. Да. И вот это основной посыл. Вообще в целом в моей деятельности я никогда не страдала местью. Абсолютно. Я хорошо воспринимаю конструктивную критику. Да. То есть если она конструктивна, я приняла, исправилась и дальше иду. Если это критика от горлопанов и от хейтеров, то она меня не трогает. Другой вопрос, что меня пытаются каким-то образом вовлечь в политическую игру. Понятно. Я же вне политики. Ну, да. Я просто человек из народа. Я слуга народа, вот реальный слуга. Вы не идете в политику и не пойдете в политику, вы уже не раз об этом говорили. Вы делаете благие дела. Вот, какой бы вы совет дали нашим политикам? Слышать народ. Слышать народ.
Что-нибудь еще? Или Они не обязательно? должны быть героями Они должны быть для героями. народа. Да. Должен быть героем президент прежде всего, потому что на президента смотрит весь народ. Весь народ смотрит. И каждый его шаг обсуждаем, и прежде всего он показателен. То есть как в негативном направлении, так и в позитивном русле. И политики, они должны понимать, что они несут ответственность за народ. Любое телодвижение будет восприниматься как либо протест, либо героизм в отношении народа. Знаете, в какую политику я верю? Какой? Политику человеческих душ и сердец. Абсолютно. Она для меня в приоритете. Да. Нужно завоевывать сердца людей. И тогда тебе даже не нужно бороться за это. Я народный дипломат, который может обратиться сегодня к президенту России, главе Чеченской Республики, провести переговоры с президентом Татарстана и так далее. То есть, Да, мне понимаете, нравится. по сути, Народный я дипломат. знаю, что народ не осудит в большей степени. Потому что находятся, конечно, критиканы, которые пытаются вставить свое мнение, высказаться. Но мне не нравится псевдопатриотизм. Ну, где вы, когда вот сложные времена, когда нужно быть на передовом краю защиты? Вот здесь вот патриотизм проявляйте. У меня на все это ответ такой: наденьте мои туфельки и пройдите мой путь. И тогда мы посмотрим. Потому что, вы знаете, когда я вспоминаю свою траекторию, я думаю, а смогла бы ли я ее повторить? Я очень часто задаю этот вопрос. Ведь я преодолела столько сложностей, что, наверное, и некоторым мужчинам не под силу. В каком возрасте ваши первые сложности в жизни начались? Вы можете? Да у когда меня это с детства они. С детства, да, Да, потому что мне приходилось с 12 лет зарабатывать. Я приняла решение, что я должна нести за себя ответственность. Вот давайте возьмем вас как дочь, как женщину, которая в доме. Вы скажете, что вы и вязать умеете, и шить умеете. Что из такого простого женского, домашнего вам нравится больше всего? Готовить. Я люблю встречать гостей, люблю заниматься интерьером. Это все дается мне очень просто, быстро и мгновенно. То есть я могу одновременно готовить несколько блюд, 5-6, если позволяет газплита, да, и делать это все с легкостью. Вот, что бы вы посоветовали? У вас огромное количество поклонниц, которые за вами смотрят, и слушают вас, вот, молодым мамам, которые воспитывают детей. Что вы скажете именно в части воспитания своих детей? Вот, что важно, на что нужно обратить внимание, чего не упустить, чего не забыть? Воспитывать детей необходимо на собственном примере. Это самое лучшее воспитание. Когда родители лежат на диване и критикуют детей, и говорят, что почему ты такой лентяй, это не есть хорошо. Никогда не нужно на детей смотреть сверху вниз. Нужно слышать детей, а не просто произносить все повелительным тоном. Предположим, я к детям всегда относилась с уважением прямо с рождения. И всегда говорила, что вот как ты считаешь, а что бы ты выбрал? Я никогда не говорила, что на завтрак каша. Я говорила, может быть, ты что-то выберешь, или хотел бы, или хотели бы вы. Как ты считаешь? Сами Предположим, принимаешь. конечно, я в какой-то момент пыталась где-то, может быть, диктовать. То есть я не хотела, чтобы был второй человек из шоу-бизнеса. То есть я не хотела, чтобы Жан был в танцах. Но, тем не менее, всегда предоставляю право выбора. Всегда слышу их и всегда говорю с уважением к их мнению. У меня никогда не бывает диктата, я не повышаю тон. Никогда. И я не ругаю. Спасибо. Я знаю ваших сыновей. С одним мы даже участвовали в одном проекте. Вот, я знаю и Жана, и как-то у меня была возможность с Шабданом пообщаться. Они очень разные. Они очень разные. Расскажите, вы же, они такие, они разные, но они у вас хорошие сыновья. Дай Бог им здоровья и счастья. Вот. Тоже своим примером вы воспитывали Да, безусловно. сыновей? Безусловно. Первое, к чему я приучила детей и научила, да, легче научить,
это прежде всего позитивное отношение к жизни. Чтобы вы никогда не унывали, что бы ни произошло. Предположим, Жан, в свою очередь, он очень импульсивный, он эмоциональный, ему нужно все сразу и сейчас. То есть он должен добиться сразу результата самого высокого, он победитель. Шабдан победитель, но он усердный, он такой размеренный, спокойный, у него самообладание на самом высоком уровне. И мы иногда говорим, что Шабдан у нас, он судья. Он может рассудить, успокоить, перенаправить и как-то быстро все превратить, это, знаете, в такую легковесность. То есть он сразу успокоит человека и говорит, что да не надо нервничать, отнеситесь к этому спокойно, по-философски, посмотрите на это с другой стороны. Хотя он младше. Хотя он младше. Он младше, да. И он, в свою очередь, допустим, многие принимают его за старшего. Мама дома не такая, как на экране. Ну вот это я и хотела услышать. Самое главное, за что я люблю маму, это то, что в данный момент в нашем мире это дефицит внимания, это в любой сфере. Несмотря на самый плотный график у мамы, она всегда находит время для того, чтобы уделить нам внимание. Когда она его находит, что это бывает вместе? Вы, возможно, У нас есть ужинаете традиции вместе определенные. Смотреть совместно фильмы, обедать, ужинать. Еще, совместно читать книги. Ух, вот это Правда, прям классно. разные книги, потому что у мамы определенный жанр. Хотя нет, мама все книги читает. А у меня более мотивационные. То есть Жан у нас Творческая личность. Он все-таки привык быть практически с рождения на сцене. Где-то месяцев 6 ему было, мы уже появлялись на баннерах рекламных. В годик он уже появлялся во всех рекламных роликах. То есть он привык, он шустрый и очень решительный. И когда, допустим, я ему говорю, что Жан, может быть, оставишь это дело? Не нужно. Нет, это танцы? Нет, не только Какое танцы, предположим, допустим, бизнес какое-либо направление. Ведь он в бизнесе, он успешный бизнесмен, помимо всего прочего. То есть творчество это одно, а бизнес это совершенно другое. Да. Там и энергозатраты совершенно иные. И он говорит: мам, разве вы учили нас на полпути оставлять дело? Мы победители, только Круто, так. Круто. Мы такие, да. Я Сильный говорю, аргумент. да. Или, допустим, предположим, смотрю новости, говорю, как же они могли так поступить? Мам, вы же учили нас не осуждать. Я говорю, я просто констатирую факты. То есть, понимаете, все мои наставления, они сегодня служат, и живут у них в сознании. Они говорят, допустим, мам, мы не осуждаем никого. У нас принцип, мы не обсуждаем печальные новости дома. Второе, мы не осуждаем, не критикуем. Если критикуем конструктивно, предлагая сразу решение. То есть немаловажно, да? И четко осознаем миссию. Потому что я спрашиваю всегда, кто ты, для чего ты пришел, чего ты хочешь добиться. И очень важно представлять эпитафию. Что произнесут на, как говорится, твоих похоронах, когда ты уйдешь в мир иной, о чем будет вспоминать? Вчера была в аптеке, закупала медикаменты, жизненно важные антикоагулянты, они сейчас прям как самый острый дефицит. И на стульчике в аптеке присела пожилая женщина лет 70-75. Знаете, она считала сомы, не могла набрать, она замешкалась, и я подошла тихонечко и сказала, говорю, какое лекарство вы бы хотели? В связи с тем, что я каждый месяц в течение 18 лет 20% направляю только сугубо на благотворительность. И я понимаю, что это цепная такая реакция, то есть это традиция моя, она будет жить уже и в семьях моих детей. И понимаю, что сейчас настал момент, как раз, когда эти 20% должна быстренько распределить среди нуждающихся. И спрашиваю, говорю, какое лекарство? Она называет лекарство, показывает, рецепт. Я подхожу, быстренько сказала, что давайте шприцы, все, что необходимо сопутствующего. Набрали пакет, вручаю ей. Она говорит, а можно я
половину оплачу, и она опять как-то в неловком положении. Я говорю, нет, ну что вы, что вы. Она говорит, а можно ваше имя? Я говорю, не надо, говорю, просто. Она говорит, вы могли бы назвать свое имя, доченька? Я говорю, меня зовут Ассоль. Я же вас по телевизору видела. Я вас по телевизору. Вы же правду всегда говорите. То есть, понимаете? И она прослезилась, а я ей еще немного денег дала, значит. И она говорит, я буду молиться, я 5 раз намаз совершаю, и каждый день буду молиться. Вот что есть бесценнее народной любви? Ничего. Вот народную любовь не купишь. Не купишь. Ее только надо служить. Ее надо заслужить. И подходит тут же, значит, кыргызстанец пожилой, ну, на вид лет 60, и говорит, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Ассоль, я вам здоровья желаю. Я говорю, спасибо большое. Спасибо за то, что вы делаете для народа. И, вы знаете, у меня прям слезы полились, потому что это так трогательно, это так невероятно. Это ты вот в эти моменты ты понимаешь, что ты не просто, значит, все это время, все эти бессонные ночи, постоянные нервотрепки, потому что это же все связано с физической нагрузкой, с моральной, такой энергозатратно все это. И ты понимаешь, что вот ради чего ты живешь. Да. Все-таки я уже в 12 лет стала лидером. Смотрите, в 12 лет я, значит, возглавила дружины школы, дружину района, значит, штаб пионеров города и республики. То есть, и все это в промежутке за 4 месяца. Многие знают, но я тоже знаю, что у вас был сложный период, связан со здоровьем. И вы, как бы, ну, победили, да? Вот что вас вытащило из этого? Потому что многие же сдаются, многие потому что думают, что это сложно или там уже, не знаю, как-то сдаются раньше времени. Вот что вам помогло? Я думаю, что здесь сыграло правило 3 С. Так. Это сила, Сила, это страсть к жизни, страсть жизни. и это состояние счастья. Круто. Понимаете, это все эфемерно, и человек говорит, что невозможно ощущать себя счастливым постоянно. Многие ждут счастья, а я говорю, счастье – это способность быть счастливым, это способность. Это талант. Это талант, да, это способность подумать, я счастливый. 6 лет борьбы с онкологией не каждый выдержит. Да. Очень многие сдаются на полпути. Я всегда говорю на этот счет так, что если ты хочешь жить, значит, ты живешь здесь и сейчас. Я оберегала детей, чтобы они не видели меня В другом состоянии. В период ремиссии, период химиотерапии. Я все вуалировала, и около меня были надежные друзья. Вот у меня зам мой, мы работаем 21 год, Тамара Борисовна. Она видела все это состояние. Моя подруга Аида, Вика, они были рядом. То есть они пережили, и я понимаю, что я преодолела еще благодаря друзьям. То есть их вере, их поддержке, их постоянной поддержке. Они, допустим, могли устроить какой-то променад или подарок. У меня, допустим, домочадец появился. Это Шпиц, Салли. Шпиц. Они сложились все, скинулись в складчину и подарили... У вас сейчас есть шпиц? Да, у меня и не один. И не один уже? У меня 2 шпица. Раздался звонок, и девушка по имени Дарья объяснила, что она из Германии, и говорит, что вы спасли мне жизнь. И она объяснила, говорит, вы помните, у вас был фестиваль, во всяком случае, мне рассказывают так. Расскажу предысторию очень интересную. Это был фестиваль, я вела Уштуна Земтундыру. Стадион, 2-й день фестиваля. Мне утром рано в 6 сообщают, что у моей приятельницы двойня, которым по полгода, они оказались в инфекционной больнице, и у ребенка катетер по халатности медсестры уходит в предсердие.
И я, конечно, быстро приняла решение вылетать, даже не раздумывая. А мне в 7 вечера выходить на сцену. Я прилетаю в Бишкек, обращаюсь в Минздрав, нахожу профессора, быстренько за 2 часа нахожу средства для операции, упрашиваю профессора, самого именитого, которому я вот по сей день благодарна. Он проводит операцию, и ребенок спасен. И Дарья говорит, что в моей комнате ваш плакат. Он ветхий уже, ему очень много лет, 18 лет, но мне всегда говорят, что вот твоя спасительница, она для тебя вторая мама. Я после того, как проведена была операция, вылетаю, как ни в чем не бывало, в Ош, надеваю вечерний наряд и с улыбкой уже выхожу и здороваюсь, говорю, что добрый вечер. Какие-то несколько часов. Улыбаюсь самой лучезарной улыбкой, испытывая благодарность профессору и прежде всего к Всевышнему. Потому что без Всевышнего не происходит на этой земле ничего. И если Всевышний так посчитал, что именно я должна спасти, именно я должна быть проводником, то, значит, он наделяет меня этой миссией. Вы знаете, вот насчет благодарности, я часто говорю, что, мне кажется, благодарность – это самая великая мудрость. Это искусство. Это искусство, да? Вот вы, окей. Искусство быть благодарным? Да, это искусство. Поэтому всех, кто принимает участие в акциях добра, я готова многократно благодарить и посылать вот флюиды самые лучшие, флюиды доброй энергетики, позитива и прежде всего, конечно, благодарности. Это очень важно. Вы несколько раз, сегодня говорили про Всевышнего, вы Я всегда верила. Всегда верила. Да, это с детства у вас? С детства. С детства. Это Я не была атеистом. Вам кто-то вам это привил? Или да, у меня мама, но она всегда говорит, ты обратись к Богу. Бог никогда не предает. Вот Всевышний, Он всегда бдит. И у каждого на выходе свой чек. Вот чем больше ты будешь сеять, тем больше у тебя будет последователей. Вообще вся мудрость, конечно, от мамы. Она удивительная личность, удивительная. Я всегда широко улыбаюсь, когда вспоминаю о маме, потому что она всегда говорит так: слушай, если даже обидят, ты никогда не отвечай, всегда сделай добро, вот всегда. Вот делай добро 24 часа в сутки, 2 часа ладно на сон. То есть вот у нее такое отношение к жизни. Когда вы создавали штаб добра, это у вас вот так, да, пришло, наверное? Да. Потому что это часть вашей жизни. Да, по сути... Многие же думают, как назвать штаб, а у вас все так, штаб добра. Да, за секунду. За секунду, да? За секунду. Потом появилось вообще в целом предложение и инициация, чтобы появилось ведомство, Министерство добра. О, это интересная идея. Да, это же здорово. Это очень круто. Министерство добра. Я даже знаю, кто будет министром. Это будет считаться полуполитическая должность. Народный министр. Если только на общественных началах, да. Круто, круто. Получил огромное удовольствие от общения. И все это мы, главное, еще задокументировали. И дай Бог, чтобы огромное количество и ваших, и моих подписчиков, чтобы они увидели и что-то взяли для себя и приняли решение делать добро. Делать добро, да, непременно делать добро. Tell me, how does it feel living that good life? Never ever really had to think twice about who you step on, you'll just pay the breakaway. Send them the bill when you can today. Let's talk about making it where everybody's chasing it. Like their minds are made up, or some would say brainwashed. Pay attention to the chaos.